Всем привет, друзья! Итак, для этого видео мне на обзор приехал ноутбук от известной теперь уже компании MyBenben. И это не просто очередной ноут из Китая, что продается в любом маркете, нет. Я впервые решил посмотреть, что из себя представляет интеловская мобильная видеокарта Intel Arc A550M на 8 видеопамяти VRAM. И также в этом ноуте стоит довольно современный проц A7-12700H на 14 ядер 20 потоков. Еще далее у нас внутри 16 оперативы, внимание, DDR5 на частоте 4800 и плюс к этому еще быстрый NVMe SSD накопитель на 1 терабайт, и самое интересное — это цена. И по идее такое железо должно стоить, например, минимум там, я думаю, 85, возможно 90 тысяч. Это прям я точно знаю, что ноутбуки с i7 12700H и 16 оператива это по-любому цена 90 тысяч. Но нет, у нас есть приятные новости. Эта модель стоит 64 999 рублей, что примерно $800. Я специально поискал хотя бы примерно схожие модели у конкурентов, чтобы понимать, что почем там продается, и нашел одну модель от Asus, и стоит она 80 тысяч рублей. В ней примерно одинаковое железо, и память DDR5, и проц даже почти такой же самый, там 12650H, и даже дисплей тоже на 15 дюймов 144 Гц. Однако видеокарта внутри RTX 3050 Ti, что примерно равняется интеловской Arc 550M, и стоит такой ноут в DNS не 64 тысячи, а 80, да, у нас однозначно очень интересная модель от MyBenben, именно поэтому я и решил снять про нее видео. Мне не платили за это мешком риса там и прочее, даже ТЗ не дали, все исключительно своими словами. Будем объективно смотреть, что же такое ноут полностью на платформе Intel, от чипсета до процессора и видеокарты. Все на Intel, так что это интересно. Но сперва давайте немножко полезной информации для зрителей. Друзья, я уже 5 лет веду свой канал и стабильно выпускаю видео, связанные с техникой, и я стараюсь оставаться в рамках тематики и при этом придерживаться привычной уже для всех манеры подачи контента. И в какой-то степени эта методичность создания видео перешла для меня в привычку. Привычка закрепилась во времени, и это стало стабильным занятием. Я люблю постоянство, и поэтому даже в вопросах бытовых и рабочих мне везде хотелось бы придерживаться этой формулы жизни и реализовать свои потребности, например, в цифровом мире. Лично мне, и я уверен в том числе и вам, поможет IT-инфраструктура Selectel. Если вкратце, я решил поднять собственный VPN в облаке, а идеальным решением для меня стал именно Selectel. У них есть облако собственной разработки, где я и сумел быстро подобрать конфигурацию сервера под свой запрос. Круто, что Selectel сочетает в себе одновременно стабильность и гибкость. За стабильную работу инфраструктуры можно не переживать, а облачные решения можно гибко настроить под любые нужды, от маленьких задач вроде моей до больших проектов. Для этого в Selectel есть целых 4 вида облаков. В публичном облаке можно гибко настроить сервер по ресурсам и развернуть его хоть на час. Это очень гибкое и быстрое решение для стандартных задач. Если хочется вам изолировать свою конфигурацию и использовать ресурсы физического сервера на 100%, то вам подойдет приватное облако. А если нужно вам, чтобы данные хранились так же надежно, как и деньги в швейцарском банке, то вам подойдет аттестованное облако. Оно полностью соответствует законодательству и приказам FSTEC, обеспечивая первый класс защищенности информационных систем. Selectel даже поможет построить ваше собственное облако на их серверах или на вашем оборудовании, если у вас есть такой запрос. Одним словом, однозначно советую своим зрителям облако, и для этого достаточно просто перейти по ссылке в описании или по QR-коду на экране. На сайте вы сможете подобрать конфигурацию под свои нужды и оставить заявку на консультацию. Обзаведитесь уже наконец-то стабильным и надежным облаком уже сегодня вместе с Selectel. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, что ж, прежде чем мы начнем проверять ноут, запускать игры, давайте сперва разберем его и посмотрим, что у нас установлено внутри. Оценим компоненты и вообще интересно, честно, как устроено само охлаждение. И в целом я бы не сказал, что от увиденной картины я чем-то сильно там удивился. Напротив, перед нами обычная картина, мы видим две вертушки на медных радиаторах, видим два слота под SSD накопители в формате M2, однако оперативная память у нас установлена в двухканале. Это DDR5 2 по 8 от компании Samsung, что приятно. И второе, что я бы отметил, это SSD накопитель на 1 терабайт от фирмы Crucial, модель P3+. И это, внимание, не просто быстрый NVMe, там это PCI Express 4.0, накопитель на скорости 6000 метров на чтение и 5000 на запись. Это полноценный скоростной накопитель, что ставит в топовые ноуты там по 150-200 тысяч. Знаете, сколько стоит такой
накопитель по отдельности сегодня, а стоит он 15% от стоимости всего ноута, а именно 10 тысяч рублей. Так что как бы, ну, начало уже даже довольно интересное. Но окей, в остальном что еще интересного? Ну, наверное, то, что на крышке, то есть ноутбука, имеется металлическая вставка с термопрокладкой для SSD, чтобы он не сильно грелся. Ну и в целом по железу это, наверное, все из самого интересного. Ничего больше мне добавить, просто нормально все собрано внутри. Это не бюджетные железки с AliExpress. Напротив, память Samsung, быстрый SSD не дешевый, крупный радиатор на процессоре и видеочипе. В общем, претензий нет, как и, собственно, претензий к дисплею. Я не знаю, мне кажется, что сегодня уже, если честно, ставить IPS Full HD матрицы на 144 Гц, это стали делать буквально уже все бюджетные модели по 60 тысяч. Так что тут просто я констатирую факт, что матрица не дешевая VA, нет, у нас нормальная, яркая, сочная картинка, и больше для работы и запуска игр, я думаю, и не нужно. Сам корпус ноутбука сверху на крышке металлический, внутри на рабочей части тоже металлическая, то есть металлическая подложка с клавиатурой, и только нижняя часть, она пластиковая. Это довольно неожиданно, признаюсь. Если честно, то в модели за 64 тысячи у нас не все из пластмассы, напротив, ноут почти полностью металлический, не скрипит, не люфтит, и это явно поинтереснее, чем модели там бюджетные, что полностью собраны в дешевом пластике. Единственное, что меня лично бесит, это черное матовое покрытие ноутбука, и на нем отлично собираются следы от пальцев. Я вообще, знаете, не люблю черные, полностью черные ноутбуки, ведь на них постоянно видна пыль и следы, и тут прям моя полноценная фобия полностью реализована. Ноут абсолютно черный и полностью идеально подходит для собирания следов. Для меня лично это минус. Для любителей черного цвета, наверное, это плюс. Но я не знаю, это вам судить. В общем, в остальном вроде это все. Не будем вдаваться в подробности. Всякие там наличие Wi-Fi 6, Thunderbolt, подсветка там и так далее. Это не очень интересно. А интересно, что в работе ноут трудится через приложение Control Panel очень тихо, и для работы и повседневных задач процессора на 14 ядер 20 потоков более чем с большим запасом. Иное дело это запуск игр на видеокарте Intel Arc. И вот тут уже есть о чем вам рассказать. Но, во-первых, друзья, начнем с того, что хоть видеочип A550M имеет 8 VRAM видеопамяти, что очень прилично по меркам, например, там RTX 3050, 3060, что имеет по 4 и 6 видеопамяти, то напротив, у нас целых 8 VRAM, но сама видеокарта при этом, внимание, имеет теплопакет не 120 Вт и не 75, как, например, там в 3050, а очень скромный 60 Вт. И это уже как бы, ну, намекает нам на то, что мощность видеокарты будет на уровне 3050, а может даже еще медленнее, но на 8 видеопамяти, скажем, вместо 4. И таки, да, действительно, я начал запускать игры и первым делом закинул Rainbow 6. И видим, что на высоких Full HD у нас, ну, явно не 100-120 FPS, а в среднем там 70-95. Бывают даже просадки до 60-65. И это, я так думаю, ну, я действительно понимаю, что это связано, во-первых, как бы, я уже сказал в начале, с тем, что видеокарта имеет низкий теплопакет, и значит она, ну, в какой-то степени, по идее, должна быть медленнее, чем 3050. Плюс это новая модель видеочипа от Intel с явно еще не очень оптимизированными драйверами, над которыми, конечно же, нужно еще работать. Об этом не только я рассказываю, но и рассказывали все блогеры насчет видеокарты от Intel. И третье, у нас сам ноутбук через BIOS поставил лог, то есть блокировку на теплопакет даже процессора i7 12700H. Причем лог довольно, знаете, жесткий, с урезанием потребления питания, от чего у нас очень низкая температура железа и очень низкий уровень шума, но и при этом низкая частота по ядрам. С одной стороны, да, это большой плюс, что даже при запуске игр у нас температура там 65, не больше 70, и чутка даже слышно при этом шум вентиляторов, что в режиме простом, что в режиме производительность, все очень тихо и холодное. Но с иной стороны, частоты 2300 и 1600, ну, явно мало для полноценной работы видеочипа, от чего он, думаю, я загружен, ну, далеко не на полную. Я уверен, там на 60-70%. К сожалению, этого не видно в MSI Afterburner, то есть не отображается пока что интеловские видеочипы. Ну, короче, если вкратце, по идее мы должны были получить 100-120 FPS в Rainbow 6, а получаем 65-90. Я думаю, скорее всего, из-за того, что процессор работает не на полную мощность. И вот тут мне стало действительно интересно, а что если пойти хитрым путем и попробовать снять этот лог на процессоре? И я таки нашел, да, почитал на форумах советы, скачал софт, что снимает запрет, там буквально делается это за 5 секунд. Я, конечно, не советую вам, но я просто попробовал. В общем, убираем парочку отметок, и вот перед нами полностью свободный i7
7800H. И частота, как мы видим, выросла вдвое. Это 4200 и 3000 по ядрам. И сразу при этом видно, что кадров, то есть кадры стали больше, FPS до 90-100 кадров вместо 60-80. Но, друзья, есть нюансы. Во-первых, сильно резко выросла температура на процессоре, а именно вместо 65-70 стало 90-95, а местами даже под соточку. И третье, из-за такой температуры ноут буквально через 2-3 минуты идет в тротлинг и вынужден экстренно сбрасывать частоты, чтобы не случился перегрев железа. Поэтому даже если и снять запрет на частоту процессора, все равно он не сможет держать нормальную температуру. Все равно он сбросит частоты, причем довольно резко и очень заметно, даже хуже, чем это было до снятия блокировки. Короче, это не стоит траты времени и рисковать точно не стоит. Просто оставляем уже как есть уже, что поделать, так настроен ноут через BIOS именно руками инженеров. Далее я запускал также всякие там игры, это Forza 5, Tomb Raider, Ведьмак 3 обновленный. Все это работает, ну, плюс-минус одинаково. 50-60 кадров на высоких Full HD. И даже с включенной трассировкой, например, Forza 5, там все работает нормально. Ну, конечно, кроме Ведьмака 3, там лучи выдают 18-20 кадров. Это очень сложные тесты. В общем, выходит, что на этом ноуте можно запустить все на высоких, все это работает нормально, но меня лично вот как бы, ну, все равно раздражает тот факт, что процессор имеет значительно больше потенциал и может работать на вдвое большей частоте, выдавая выше FPS. И только потому, что в компании решили снизить температуру и шум, он как бы работает не на полную мощность, если так сказать. Если представить себе, на что это похоже, то, допустим, подумаем, что перед нами едет машина на скорости 60 км в час по шоссе, хотя сам автомобиль при этом является спортивным и может ехать там, ну, хоть 160 без проблем. Так что, с одной стороны, да, в работе и приложениях вообще все замечательно, и это мощности проца более чем достаточно, но при запуске игр тут я уже точно уверен, что железо может показать больше, хотя и так вроде бы казалось бы все нормально. В общем, хотелось бы, чтобы инженеры в компании MyBenben все же поработали еще над BIOS перед стартом продаж. Я напомню, что ноут появится в продаже через 3 недели, и за это время, я думаю, можно обновить прошивку, чуть подняв частоты процессора хотя бы на 40-50%. Также хотелось бы, чтобы и компания Intel тоже работала над своими драйверами для своего видеочипа, потому что имеет такой потенциал и видеопамять на шине 128 бит, аж целых 8 VRAM, она тоже может, я думаю, на большее. Просто теплопакет 60 Вт все же как бы сдерживает ее довольно прилично, но так или иначе у нас такой себе, скажем, новаторский продукт. Это большая редкость, ноутбук на железе от Intel, даже видеокарта. Цена, конечно, здесь очень важна и она действительно хорошая, но как есть такая, знаете, народная мудрость, все равно остаются нюансы. Вот это действительно важный фактор. На этом, друзья, у меня все. Еще раз я желаю вам не болеть и увидимся уже очень скоро. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.